Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание» с Натальей Волковой. В данном видео я вам хочу представить вторую заключительную часть видео МК, как связать красивый кардиган спицами с аранами или жгутами на пуговицах. Ссылку на первую часть видео МК я обязательно оставлю в описании к данному видео, и вы сможете посмотреть это видео МК при желании. Также в конце видео я оставлю фото других своих работ. На все эти модели вы сможете найти бесплатные видео МК на моем канале, так что заходите, смотрите, возможно для кого-то данная информация будет интересной и полезной. Итак, приятного всем просмотра. Итак, я провязала еще немножко кардиган, то есть выглядит он у меня вот таким вот образом. За счет того, что я именно подсчитала необходимое количество петель и прибавила, получается, с одной стороны 4 петли, а с другой стороны я прибавила все-таки 5 петелек, потому что здесь было на одну петлю меньше, у меня не сбился узор основной, то есть вот таким вот образом он у меня выглядит. И далее я вязала чисто вот таким вот узором, провязала какой-то участок в общей сложности, вот именно от линии горловины и вот до сюда я провязала где-то около 33 сантиметров, то есть это у меня получается примерно до талии, чуть выше талии, вот это у меня получается вот этот вот участок. Но опять же вы в свою очередь можете, например, провязать его, этот участок, и ниже, или наоборот до линии груди провязать вот этот участок, то есть это уже чисто на ваше усмотрение, как вам больше нравится. И далее я буду вязать вот по такому принципу, то есть я продолжаю вязать основной вот этот вот узор, буду также его вязать по такому же принципу, но единственное, что я не буду вязать косички, то есть на месте, где у меня идут косички, я буду провязывать просто по 16 лицевых петель. И по такому принципу я буду довязывать уже до низа кардигана, то есть на необходимую мне длину. Единственное, что, конечно же, не забываем периодически то, что необходимо делать петли. Я так думаю, что я еще вот сделаю буквально одну или две петли, то есть я еще посмотрю, до самого низа я петли делать не буду, то есть вот я еще буквально одну-две петельки сделаю, и все. Вы в свою очередь, если вам, например, нужно, чтобы кардиган застегивался до самого низа, конечно же, можете выполнить и сделать эти петельки до конца низа планки. Всего в общей сложности у меня получилось, сейчас я вам покажу вот таким вот образом, я провязала 13 вот таких вот косичек, то есть вот именно переплетение косичек, возможно, это вам информация пригодится. То есть и вот этот вот участок, вот отсюда, от горловины и до последней косички, он у меня где-то около 33 сантиметров. И так далее я буду вязать за кадром и покажу вам уже, что у меня получилось, довязав до низа данный кардиган. Итак, я уже довязала перед и спинку. Всего в общей сложности я провязала примерно на длину 61 сантиметр. То есть у меня получилось все вот таким вот образом. То есть вот я закончила вязать жгуты, и потом далее просто вот таким вот рисунком я начала вязать. То есть здесь я продолжила вязать узором так же, как сверху вязала, а здесь у меня получается, там где была косичка, я просто этот участок провязывала обычными лицевыми петлями. То есть всего в общей сложности у меня получилось, если отталкиваться вот именно от последнего жгута, в общей сложности я провязала примерно на 28 сантиметров вниз, но вы уже самостоятельно должны смотреть и регулировать длину вашего изделия. При этом я сделала совсем небольшое расширение к низу данного кардигана. Каким образом? То есть вот получается на этом участке, это примерно получается, провязав где-то 5 сантиметров, 5,5 от последнего жгута, я добавила петли на вот этот центральный, получается, рисунок. То есть если у меня здесь было 5 петелек до этого, то сейчас на данный момент у меня 7 петель. То есть я добавила с одной и со второй стороны по одной петле и провязала их из протяжки, чтобы у меня здесь не было никаких дырочек. То есть эти прибавления я делала абсолютно везде, то есть во всех вот этих вот полосах.
я сделала, то есть у меня вот таким вот образом получается. И примерно вот не довязывая до низа, сейчас я вам скажу сколько сантиметров, вот у меня последняя, здесь будет петелька, примерно 16 сантиметров до низа не довязывая. Вот сделала петлю здесь, специально до самого-самого низа я не стала делать, потому что по моему дизайну кардигана петелька должна быть немножко выше. Но опять же, вы в свою очередь, конечно же, можете, например, сделать еще до низа петли. Это уже как вам лучше будет и как вам будет удобнее. Также, например, при желании, если вы захотите еще более расширить этот кардиган, то есть вы примерно через какой-то период времени можете сделать еще дополнительные прибавочки. То есть здесь уже будет не по 7, а по 9 петель. То есть при желании, и тогда у вас кардиган к низу еще немножечко расширится. И в общей сложности, не довязывая до низа работы примерно около 3 сантиметров, я провязала низ платочной вязкой точно так же. Провязала в общей сложности, получается, вот у меня 10 рядов платочная вязка, потом я провязала последний лицевой ряд, и с изнаночной стороны, то есть вот с этой стороны, я закрыла петельки. Петли закрывала абсолютно обычным способом, но единственное, что именно плотность закрытия я рекомендую, чтобы она была средней, чтобы и не слишком было растянуто, потому что тогда по низу у вас могут пойти волны и будет слишком вот большое расстояние внизу, и не слишком затягивать, потому что если при закрытии вы здесь очень сильно затянете петельки, то у вас низ кардигана может немножко стянуть. То есть я закрывала со средней плотностью, так, чтобы у меня был красивый низ, ничего не стягивало, но в то же самое время и ничего не растягивалось. Потом я еще думаю в процессе, так сказать, еще примерки, возможно, обвяжу краешек планочки с одной и с другой стороны, но это я уже чуть позже посмотрю, если что, вам объясню, как я это буду делать. Итак, после того, как я уже довязала перед и спинку, единственное, что нам осталось, это связать 2 рукава. Итак, после того, как я довязала перед и спинку, я буду вязать рукав. При этом продолжу его вязать обычной чулочной вязкой, то есть как у меня и сверху был связан рукав, то есть ничего я здесь добавлять и усложнять, так сказать, не буду. Предварительно я пересняла с одного рукава петли на основные спицы, которыми я работала и до этого. То есть у меня все получилось вот таким вот образом, то есть спицы. И вот внизу под рукой у меня участок, это который мы делали вот прибавочки петель. То есть вот таким вот образом у меня это все выглядит. Я зафиксировала ниточку посреди вот этого участка, посреди двух этих, получается, спиц. И далее мне необходимо сделать набор петель для того, чтобы вот закрыть вот этот вот участок. Для этого я беру дополнительно крючок. Для этого я беру дополнительно крючок, в принципе, какой размер будет, это не столь принципиально у вас этот крючок, и делаю вот таким вот образом. То есть вот одну петельку я взяла, надеваю ее на спицу, вторую петлю, точно вот сюда протягиваю дырочку крючочек и делаю набор петель. Вот здесь вот, так как у меня уже более вытянутые петли, я буду делать набор скрещенной петлей, чтобы у меня не было дырочек никаких. Так, вот 4 петли я набрала, и вот еще я возьму 5-ю петельку, также ее скрещенной петлей я набираю для того, чтобы не было у меня дырок из протяжек. То есть вот я набрала 5 петель. И далее мне до конца необходимо провязать все петли лицевые. То есть вот таким вот образом я буду провязывать. Это получается до конца вот этих вот петелек. Так, я провязала все лицевые петли до конца ряда. И теперь получается мне на этом участке необходимо также набрать 5 петель, так же как и в начале работы. Набирать я буду скрещенной петлей, это в начале, там где у меня большие протяжечки, чтобы не было дырок. То есть 1 петля, 2 петля, 3 петля, 4
и пятая последняя. Вот она, пятая последняя петелька. При этом расстояние между первой и последней петлей должно быть у вас минимальное, так как здесь потом на рукаве под рукой будет идти шовчик. Поэтому если у вас вот между этими петлями будет большое расстояние, у вас может получиться складочка под рукой. А это не надо, чтобы оно так было. Итак, вот я сделала набор. Еще раз напоминаю, в начале и в конце ряда я набрала по 5 петель. Но опять же, вы должны понимать, что если вы мало ли вдруг под рукой наберете большее количество петель, чем я это делала, то тогда, возможно, вам и здесь петель также необходимо будет чуть больше набрать. То есть это вы должны уже смотреть по ситуации. То есть в моей ситуации 5 петель этого вполне достаточно. Итак, после того, как я добавила все петельки, я буду вязать в обратном направлении. Соответственно, по рисунку я вяжу все петли изнаночные. Так, вот я провязала изнаночный ряд, все петли изнаночные, так как у меня чулочная вязка. Вот таким вот образом у меня выглядит участок под рукой. И далее я буду вязать абсолютно просто чулочной вязкой, как я уже до этого говорила, на необходимую мне длину. В процессе работы я посмотрю еще, буду ли я зауживать этот рукав, так как это, конечно же, необходимо в процессе вязания примерять периодически, смотреть, как вам лучше будет, как вам будет более комфортно и удобно. Но единственное, что я сразу хочу сказать, то, что я сделаю однозначно, то есть это в начале и получается в начале каждого лицевого и каждого изнаночного вот ряда, то есть это в конце ряда получится, я сделаю небольшие совсем убавления. То есть я буду делать убавление следующим образом: 3, 2, 1. То есть вот этот вот участок я закрою. То есть в первом ряду я 3 петли закрою, потом в следующем ряду я 2 петли закрою и потом еще одну петельку я закрою. После чего я буду просто вязать прямо. Но это я вам еще более наглядно покажу, если мало ли вдруг кто-то не понял, о чем я сейчас говорю. То есть я провяжу какой-то участок работы и объясню именно, каким образом я здесь делала закрытие, то есть наглядно это все объясню. Итак, я уже довязала полностью один рукав на кардигане, то есть вязала просто чулочной вязкой, ничего не усложняла. Единственное, что у меня это полотно, оно еще пока что не отпарено, то есть чуть позже я это отпарю. Всего в общей сложности, вот именно я замеры делала от планочки на горловине и до конца, у меня получился рукав в районе 60 сантиметров. Но опять же, это вы должны понимать прекрасно, что длину рукава вы должны регулировать самостоятельно, периодически примеряя и смотреть, какая вам нужна эта длина. Значит, буквально не довязывая, сейчас я вам скажу, сколько, где-то 6 сантиметров я связала вот такую вот резиночку. Это у меня резиночка двойная. Нравится именно такая вот двойная резиночка, она хорошо держит форму, не очень сильно растягивается, поэтому вот низ рукава я связала двойной резиночкой. На втором рукаве я покажу, как я вязала эту резинку. В принципе, абсолютно несложно, то есть объясню вам, как это делается. И провязав, как я уже сказала, в районе 6 сантиметров, я закрыла все петельки, закрыла обычным способом, ничего не усложняла. Но единственное, у меня по краешку получился вот такой вот вариант. Я закрывала резинку эту с изнаночной стороны, то есть вот с изнаночной стороны я стала ее закрывать, закрывала по 2 петельки сразу. При этом я не рекомендую очень сильно затягивать именно во время закрытия петли, потому что у вас тогда не будет вытягиваться эта резиночка, а она должна все-таки спокойно проходить через руку, вот эта резинка. И так как я делала закрытие с изнаночной стороны, то есть с лицевой стороны, у меня получилась как вот такая вот планочка. Мне показалось, что это будет интересно, с учетом того, что по низу вот самого изделия у меня идет также вот платочная похожая планка. Но если вам мало ли вдруг не нравится такой вот вариант, то тогда вы делаете закрытие именно с лицевой стороны вот здесь вот, и тогда у вас будет закрытие вот таким вот образом. То есть это вы уже смотрите, что вам больше нравится. При этом после того, как я начала вязать, после того, как я делала набор под рукой петель, как вам объясняла, я сделала в самом начале небольшое вот такое вот закругление. То есть здесь у меня потом будет идти шовчик, я это все здесь буду сшивать. Делала убавочки в начале каждого лицевого ряда и вот в начале каждого изнаночного ряда. То есть 3, 2, 1. То есть вот таким вот образом
С обратной стороны также 3, 2, 1. И далее я просто начала вязать прямо, то есть ничего абсолютно я здесь не делала, никаких усложнений, все вязала чулочной вязкой. Единственное, к низу я немножко как бы заузила этот рукавчик, но это опять же я захотела его заузить, а там вы уже должны сами смотреть, что вам больше нравится. Ориентировалась вот по этим вот боковым вот петелькам. Вот 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. То есть на 30 вот этой вот петельке боковой я сделала по одной петельке убавления в начале и в конце ряда. То есть вот здесь вот у меня вот в начале и в конце ряда вот идет по одной петельке убавочки. И далее я еще раз сделала убавки через 8 рядов, один и второй раз. То есть вот один и второй раз я сделала убавочки в начале и в конце ряда. Через 8 рядов, еще раз повторяю, я это делала. И вот после чего через 8 следующих также рядов я уже начала вязать резиночку. То есть вот таким вот образом я сделала убавочку. При этом у меня ширина внизу получилась, сейчас вам скажу, мало ли кому-то эта информация нужна будет. Но опять же, это у меня еще полотно даже не постирано. После стирки могут поменяться размеры. Значит, у меня сейчас получилось где-то вот в сложном состоянии 13,5 даже сантиметров. Но нужно учитывать, что тут еще будет шовчик. То есть вот такую вот я оставила себе внизу рукава ширину. При этом я забыла вам сказать, что изначально после вот этих вот убавочек 3, 2, 1 у меня осталось на спице 61 петля, то есть вот здесь вот. И после всех убавлений, когда я вышла уже непосредственно на резиночку на это, у меня осталось на спице 55 петель. И вот я начала вязать резиночку. Значит, второй рукав вот я уже довязала до резинки. Не забываем считать ряды, чтобы у вас все-таки были одинаковые два рукава. И на втором рукаве я вам покажу, как я вязала резиночку. То есть я провязала лицевой ряд. Вот он, лицевой ряд. И начинать резинку я буду с изнаночной стороны. Буду вязать следующим образом. То есть вяжу я на тех же спицах, спицы номер 4, меньшие спицы не стала брать, потому что двойная резинка, она все-таки очень сильно как бы сжимает полотно. То есть я снимаю первую кромочную петлю, и далее у меня идет повтор. Одна лицевая петля, одну снимаю, не провязывая, нить у меня перед работой. Одна лицевая петля, одну снимаю, не провязывая, нить перед работой. И таким образом я довязываю до конца ряда, чередуя одну лицевую петлю и одну снимаю, не провязывая. То есть так я довязываю до конца ряда. Итак, вот я довязала до конца первый ряд, то есть у меня получилась последняя одна лицевая петля. Но опять же, у вас может быть, если другое будет количество петель, у вас может закончиться на именно снятой петле. Далее я поворачиваю работу и начинаю вязать следующим образом. Здесь я уже смотрю по рисунку. Значит, смотрите, там, где по рисунку у меня изнаночная петля, то есть вот она у меня получается первая. То есть я снимаю кромочную петлю. То есть там, где у меня изнаночная петля, я ее снимаю, не провязывая, нить перед работой. То есть вот так вот сняла. Следующая у меня идет лицевая петля, я ее провязываю лицевую. Опять же, следующая изнаночная, я ее снимаю, не провязывая, нить перед работой. Лицевая. Следующую снимаю, нить перед работой, лицевая. Снимаю, лицевая. То есть по такому принципу я довязываю до конца ряда. То есть можно сказать, что сам узор состоит буквально из двух рядов. То есть вяжется абсолютно несложно. То есть вот таким вот образом у меня получается второй ряд. И далее мы вяжем, повторяем соответственно, как я вам показывала. То есть это вот называется двойная резиночка. Резинка очень хорошая. Она двойная, потому что она внутри полая. То есть вот такая вот она. Получается полая внутри. В то же самое время она хорошо держит форму, не очень сильно растягивается. То есть как вариант резиночки очень хороший. Итак, по такому же ровно принципу я буду довязывать второй рукав. То есть на такую же длину, как у меня и предыдущий рукавчик.
Итак, связав два рукава, то есть я их уже полностью довязала, я все-таки решила, что я буду делать небольшую обвязочку по планке данного кардигана. Но опять же, это чисто, так сказать, мое желание. То есть вот я обвязала эту планочку вот таким вот образом. Обвязочку делала я крючком. Но опять же, без обвязки эта планка, она тоже достаточно хорошо смотрится. Поэтому если вы мало ли вдруг совсем не вяжете крючком, или вам не нравится такая обвязка, то вы можете оставить планочку обычную, такую, какая она была. Но тем не менее я вам покажу, каким образом я делала обвязочку, для того, чтобы мало ли вдруг все-таки кому-то захочется ее сделать. Итак, обвязывать я фиксирую ниточку, получается, вот с этой стороны, в начале планочки. Вот я зафиксировала эту ниточку, завязала, и для обвязочки я взяла крючочек номер 3,5. Обвязывать буду следующим образом. То есть изначально в первую петельку эту я делаю 2 воздушные петли для подъема, и далее буду обвязывать первый ряд полустолбиками с накидом. То есть для чего я делаю один накид, в эту же первую петельку завожу крючочек, вытаскиваю вот таким вот образом петлю и провязываю все 3 петли одновременно. Вот так вот у меня получается. Далее опять же делаю один накид, в следующую петлю завожу крючочек и вытаскиваю все 3 петли одновременно. Накид, петельку вытащила, и все 3 петли я провязываю. То есть вот таким вот образом полустолбиками с накидом я буду обвязывать именно весь край планочки. Обвязывается он легко, несложно, потому что боковые вот эти вот петельки, их очень хорошо видно. В принципе, проблем нету. В каждую эту петлю я делаю вот такую вот обвязочку, полустолбики с накидом. То есть получается вот так вот у меня. Так вот я довязала до низа, обвязала, вернее, планочку полустолбиками с накидом. То есть выглядит у меня все вот таким вот образом. В принципе, на этом вы можете остановиться, мало ли вдруг, если вам такой вот вариант нравится больше. Но лично я вот, например, планочку еще вторым рядом обвязала рачьим шагом. То есть обвязывать я буду следующим образом. То есть вот у меня закончилась здесь работа. Кто вязал именно рачьим шагом, тот знает, что при нем вязание идет в обратном направлении, то есть не по направлению именно вязания, а в обратном направлении идет. То есть вот у меня здесь закончилась работа. Я делаю 3 воздушные петли для подъема. Таким вот образом завожу крючочек в не следующую петлю, а через одну петлю. То есть вот так вот я завожу крючок. Вот. Вытаскиваю с обратной стороны петельку, провязываю один раз. Вот провязала, и одну воздушную петлю я делаю. Далее опять же в следующую через одну боковую петельку я завожу крючок, вытаскиваю петельку, провязываю все вместе, одна воздушная петля. Опять же через одну боковую петельку я завожу крючок, вытаскиваю петлю, провязываю 2 петельки, одна воздушная петля. То есть вот по такому принципу я буду делать обвязку до конца планки. Но опять же, если вам это сложно или вам, если это не особо нравится, то вы можете не делать эту обвязочку, оставить, например, просто полустолбиками с накидом обвязку. То есть вот такая вот у меня получается обвязочка. Потом я очень аккуратненько все это отпарю, чтобы у меня ничего не топорщилось. То есть по такому ровно принципу я довязываю, получается, до конца планки. То есть вот до сюда я буду довязывать. После того, как я обвязала обе уже планки, то есть вот таким вот образом у меня все выглядит. Единственное, что мне осталось сделать, это связать один кармашек. Я решила связать один кармашек, он у меня будет по правой стороне кардигана. Но это опять же на ваше усмотрение. При желании, если вам эти кармашки не нужны, то есть вы можете просто этот карман не делать. Но я решила сделать, потому что это достаточно удобно. Тот же самый телефон положить или платочек. То есть когда есть кармашек, это хорошо и удобно. Значит, вязать я буду той же самой пряжи, с которой я работала. Единственное, что я взяла чуть-чуть буквально потоньше спицы. То есть это у меня
меня спица номер 3,5, вязала я четверочкой, для того, чтобы это полотно кармашка верхнего было немножечко поплотнее и менее растягивалось потом в процессе носки, если там что-то вдруг надо будет положить в кармашек. Но опять же, это не столь принципиально. Я так думаю, что вы можете также продолжить вязать основными спицами, или вот как у меня было, это спица номер 4. Итак, я буду вязать кармашек следующим образом. Для начала мне необходимо произвести набор петель. Буду на этом участке делать набор петель сразу перед тем, как вот вязала платочную вязку. Для начала я отсчитываю примерно 8 петель в одну сторону. Вот этот участок. То есть я планирую сделать карман, это получается 8 петель в одну сторону и 8 петель в другую. То есть это вот где-то на такой участок. Но опять же, вы сами должны смотреть уже ширину, в частности, этого кармашка. Можете сделать его поуже, можете сделать пошире. То есть это уже кому что нравится. Итак, набор я буду делать следующим образом. Как я уже сказала, я отсчитала 8 петель в одну сторону. И 8-ю петлю, то есть вот она у меня 8-я петля, я завожу крючок вот таким вот образом. Завела крючок и вытаскиваю петлю, то есть у меня получается с обратной стороны вот таким вот образом ниточка. Можно ее оставить, вот эту вот ниточку, чуть-чуть побольше, потому что я ей потом буду пришивать бока. То есть совсем маленькую вот эту вот ниточку, краешек, лучше не оставлять. То есть ее сразу можно будет потом задействовать. Поэтому вот я оставила побольше ниточку, надеваю вот эту вот первую петлю. И далее я делаю набор петель. Первые петли, они достаточно такие сложные, потому что спица выскакивает. Вот по лицевым этим петелькам я вытягиваю в каждую лицевую петлю, я вытягиваю по одной петельке. То есть вот таким вот образом. Дальше в следующую лицевую петлю я вытягиваю петлю. По такому принципу я делаю набор петель. Это получается до 2 изнаночных петель. То есть всего у меня должно быть 8 вот этих вот петелек, так как я отсчитывала в бок 8 петель. Так вот я сделала набор 8 петель. И далее я продолжаю также делать набор. Только единственное, что здесь у нас получается, что по рисунку как бы изнаночные петли, но принцип набора точно такой же остается. То есть вот в каждую петельку я вытягиваю одну петлю на спицу. То есть, в принципе, ничего сложного. То есть, вот таким вот образом я продолжаю делать набор. То есть, вот так вот у меня все это получается. И далее я буду набирать петли, получается, вот до этих 2 изнаночных петель, как у меня здесь показано на узоре, и прихвачу еще следующие 8 петель с этой стороны. То есть, если вы вдруг будете брать какое-то другое количество петель, то я все-таки рекомендую, чтобы у вас было с одной стороны, например, определенное количество петель вот от этого рисунка, и с другой стороны также у вас такое же количество петель было, чтобы кармашек он смотрелся как бы симметрично, чтобы он хорошо сидел на полотне в результате потом. Итак, вот я набрала петли. Всего в общей сложности у меня сейчас на спице 27 петель. Вот таким вот образом. После чего я отрываю ниточку, которую я делала набор. Вот так вот. Вытягиваю вот эту вот ниточку на лицевую сторону, потому что нам необходимо будет дальше ей вязать. То есть вот я ее вытянула на лицевую сторону. Вот так вот. Поворачиваю работу. Лицом это получается, это у меня сейчас я буду вязать лицо. И продолжаю вязать. То есть теперь я буду вот на этих петлях вязать кармашек. Буду продолжать основной рисунок. То есть чтобы у меня именно кармашек был как продолжение этого основного рисунка. То есть вначале я снимаю одну кромочную петлю. Далее у меня получается, я должна провязать 7 лицевых петель до 2 изнаночных петель. Так как по краям мы делали, если вы помните, 8 петель. То есть одна кромочная, 7 лицевых петель я провязываю. Вот таким вот образом я провязала. Далее у меня по рисунку идет 2 изнаночные петли.
Вот так вот. И после 2 изнаночных петель у меня получается идет 7 лицевых петель. Вот я провязала 7 лицевых петель, у меня закончилась вот эта ниточка, поэтому я беру вот именно вторую ниточку, потом я сделаю здесь узелок с изнаночной стороны. Далее по рисунку у меня идет 2 изнаночные петли, вот так вот. И получается, что до конца ряда, все правильно, у меня остается 8 петель, то есть из которых я провязываю 7 лицевых петель. И кромочная получается у меня изнаночная. Вот так вот подтягиваем эту внутреннюю ниточку. Опять же, как я сказала, вот эта вот ниточка, которая у меня остается с изнаночной стороны, ее не отрезаем, ничего с ней не делаем. Я потом именно этой ниточкой буду пришивать бока в этом кармашке. То есть здесь эти ниточки я потом завяжу на узелок. То есть вот таким вот образом у меня получается, это я провязала первый ряд. И далее я буду вязать карман вот с таким вот узором, придерживаясь основного вот этого вот узора. То есть по краям у меня будет чулочная гладь. И по центру будет вот такой же узор, как у меня идет на основном кардигане. Буду вязать на какую-либо длину, пока я не могу сказать точно, но в общей сложности я где-то планирую кармашек связать длиной где-то 12-13 сантиметров. То есть это я еще посмотрю в процессе вязания, какой лучше сделать карман. В принципе, он дальше будет вязаться несложно. Также я сверху этого кармашка планирую связать вот платочную вот такую вот вязку и сделать пуговку, то есть петельку сделать под пуговку, для того, чтобы потом этот кармашек можно было сверху застегивать как бы. То есть все это я сделаю за кадром, покажу вам, что у меня получилось, а также объясню, каким образом я буду пришивать этот уже карман к основному полотну. Итак, я уже довязала полностью кармашек, то есть выглядит он у меня вот таким вот образом. И плюс я сделала обвязку крючком с одного края, то есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. Чуть позже я покажу, как я делала именно эту обвязку, но вы уже должны смотреть самостоятельно, нужна она вам или нет, или возможно вам нравится вариант вот как с другой стороны у меня пока не обвязано, то есть просто чулочной вязкой здесь закончен кармашек. Если вы решите, например, не делать обвязку крючком по той или иной причине, то тогда я, наверное, все-таки рекомендую сделать чуть-чуть пошире кармашек, потому что у меня без обвязки крючком он получился в районе где-то 11 сантиметров. Но сразу хочу сказать, что это у меня уже отпаренный вариант. То есть не забываем, что после того, как вы свяжете кармашек, вы его обязательно должны отпарить, чтобы он у вас был ровненький, и тогда вы сможете его ровно и хорошо пришить. Если же вы, например, не отпарите и начнете его пришивать в таком искривленном немного состоянии, скорее всего, что у вас хорошо ничего не получится. То есть у меня это отпаренный вариант. То есть в ширину, как я уже сказала, без учета обвязочки у меня получилось где-то 11 сантиметров. И получается в длину у меня получилось где-то в районе 13-13,5 сантиметров. Вязала я этот кармашек по принципу вязания самого кардигана, то есть в нижней части это чулочная гладь, и посередке идет несложный вот этот вот узор. Провязав около 10 сантиметров вот этим основным узором, я сверху сделала вот такую планочку из платочной вязки, то есть точно так же, как у меня оформлен низ, в частности, вот этого кардигана. То есть я провязала 8 рядов платочной вязкой, сделала посередине кармашка петельку. Петельку делала по принципу точно такому же, как я и на планке делала. Далее я провязала еще 6 рядов платочной вязкой и просто закрыла петельки. То есть вот они у меня все закрыты. Не отрывала ниточку и сразу пошла делать обвязку крючком с этой стороны. То есть и в результате я довязала, и вот с обратной стороны я вытащила ниточку, и теперь вот двойной вот этой ниткой я буду пришивать непосредственно сам кармашек. И теперь я покажу, каким образом я буду пришивать с одной стороны этот кармашек, а также потом я покажу, как я буду делать обвязочку. То есть я буду ориентироваться по линии. Вот у меня идет вот линия,
чулочной вот этой вот вязкой, провязанной на основном кардигане. Вот видите, вот эта вот линия. То есть здесь уже у меня пошел набор петель. То есть вот прикладывая к данной линии ровненько, то есть вот таким вот образом, вот, чтобы у меня все было ровно, я буду пришивать карман обычным способом, вперед иголкой. Для этого я взяла иголочку специальную для сшивания и, придерживая этот кармашек, вот таким вот образом я буду его пришивать с одной стороны и потом, соответственно, с другой стороны. То есть вот, в принципе, ничего сложного. Я специально взяла нить именно двойную, для того, чтобы шовчик здесь получился такой объемный, и его не особо будет заметно. Он будет смотреться как дополнение к кармашку. То есть вот таким вот образом он будет выглядеть, не особо будет бросаться в глаза. То есть и далее я буду также прикладывать, выравнивать вот таким вот образом кармашек. И получается его пришивать до конца. То есть вот таким вот образом я буду дошивать его до самого верха. Ну а теперь я вам покажу, каким образом я делала обвязку. Это мало ли, если вдруг кому-то все-таки эта информация нужна будет. То есть обвязку я делала, получается, точно такой же пряжей, что и вязала. То есть фиксирую я теперь ниточку в самом начале этого кармашка, завязываю вот таким вот образом. И далее я буду делать обвязку по этим вот боковым петелькам, которые у меня получились в процессе вязания. То есть я делаю 2 воздушные петли для подъема в самом начале, накид, 1 петлю вытягиваю, провязываю 1 раз и провязываю, получается, 2 раз. Далее делаю накид, и в следующую боковую петельку я вытягиваю 1 раз петлю, накид, 2 раз петлю, 1 раз провязала, 2 раз провязала, накид, в следующую боковую петельку вытаскиваю 1 раз петлю, накид, 2 раз петлю вот вытащила, провязала 1 раз и провязала 2 раз. То есть по такому принципу я буду довязывать до самого верха, до конца кармашка. Потом далее я обязательно этот край отпарю, чтобы он был ровненьким. И по принципу, как я пришила карман с одной стороны, получается точно по такому же принципу я пришью кармашек и со второй стороны. Но единственное, что вы должны перед тем, как начать вторую сторону пришивать, отрегулировать высоту одного и второго угла. То есть если я, например, вот на этом вот уровне закончу пришивать одну сторону, то есть также вот ровненько у вас должно быть на таком же уровне, вы должны начинать пришивать вот, например, с этого угла, чтобы так не получилось, что у вас один угол на такой высоте, а второй там, например, угол чуть ниже или чуть выше. То есть вы должны обязательно отрегулировать одинаковую высоту одного и второго угла перед пришиванием этого кармана. И так далее я все остальное уже буду делать за кадром, то есть я уже доделаю кармашек, пришью его. Следующее, что необходимо будет мне сделать, это сшить швы, которые у меня идут по рукавам. Обязательно, конечно, необходимо их распарить потом будет после сшивания. Потом следующее, это необходимо обязательно убрать все торчащие ниточки, чтобы у вас изделие было красивым и аккуратным. И, конечно же, необходимо будет пришить пуговки и постирать этот кардиган, для того, чтобы он уже принял свой окончательный внешний вид, был красивым и аккуратным. То есть все это я сделаю за кадром и покажу вам окончательный внешний вид кардигана, что у меня получилось. Итак, я уже полностью довязала данный кардиган, то есть выглядит он у меня вот таким вот образом. Я доделала кармашек, пришила его с двух сторон, как вам и показывала, пришила пуговки. Пуговки пришила немножечко другие, чем изначально планировала, так как мне показалось, что эти немножечко понежнее как бы по факту выглядят. Поэтому я вот такие вот пуговки в результате выбрала. Обязательно не забываем, что необходимо убрать абсолютно все ниточки, чтобы у
вас изделие было красивым не только снаружи, но и изнутри. Если вы, мало ли, вдруг где-то не отпарили, забыли отпарить, то тоже это необходимо сделать. И последнее, что выполнила, это постирала данный кардиган. Стираю я изделия ручной работы только вручную. Машинки я не стираю их, чтобы не испортить. Могу сказать, что пряжа себя повела хорошо после стирки, кардиган не вытянулся. То есть, в принципе, какого размера он был, такого размера он и остался. Ну и что же я хочу сказать по поводу данного кардигана. Мне очень понравилась эта моделька, она замечательно сидит по фигуре, очень интересный такой дизайн за счет жгутов, которые выполнены до середины кардигана. Очень надеюсь, что и вам понравится эта моделька. Я в конце этого видео также оставлю фото других своих работ, в частности других своих кардиганов. У меня есть еще несколько моделей кардиганов на канале, поэтому кому интересно, заходите, смотрите, возможно, для вас эта информация будет интересной и полезной. Итак, кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, делимся данным видео со своими друзьями. Вдруг у вас кто-то также любит и умеет заниматься рукоделием. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. Итак, до новых встреч!